Всем привет! Меня зовут Наталья, и я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я нахожусь в своем любимом городе Клайпеда. Я, конечно, не знаток города, но хочу показать и рассказать о нем, так как я его воспринимаю. Обожаю свой город, очень люблю гулять по набережной реки Дани, около моря, в городском парке. Погнали, друзья! Вау, но не так же быстро. Клайпеда – это не только самый старый город на территории Литвы, а еще мой любимый город и родной город моего отца. Основан он был немецкими рыцарями-крестоносцами, долго назывался Мемель и был важным торговым портом. Поэтому Клайпеда отличается от других литовских городов изобилием немецкой архитектуры. На территории города первые поселения были еще в первом веке нашей эры. Они принадлежали западно-балтийской народности Курши. В начале XIII века рыцари Ливонского ордена на этих землях основывают замок Мемельбург, а город возле него называют Мемель. В XIV веке город переходит во владение Тевтонского ордена и становится опорным пунктом немецких рыцарей. После этого Мемель неоднократно переходил из рук в руки и разрушался захватчиками. Несмотря на это, город стал важным торговым портом в Балтийском море, а его крепость постоянно укреплялась. Я действительно ценитель истории, обожаю находиться в исторических местах. И я очень рада, что началась реконструкция Большой башни Мемельского замка. С нетерпением жду завершения. А пока за 6 евро можно посетить замковый музей, открытый в 2002 году. И продолжение темы о музеях. Друзья, стыдно признаться, но наш музей часов я посетила впервые. И, к своему удивлению, была в полном восторге. Если вы до сих пор тоже там не побывали, очень советую. Билет стоит 5 евро. Или же смотрите небольшой обзор и подписывайтесь на мой канал. Благодарю.
А во дворе музея можно посидеть и порассуждать, как быстро бежит время. В нашем городе, старейшем городе Литвы, проживали и проживают люди разных национальностей и вероисповедания. В городе много церквей, а это лишь некоторые из них. Костел Пресвятой Девы Марии. Это единственный католический храм, построенный в советское время. 1960 году. Сегодня на башню костела высотой 46,5 метров можно подняться. А это костел святого Йозапа, работника, построен в стиле постмодернизма. Староверческий храм Успения Пресвятой Богородицы и Святого Михаила начал строиться в 2000 году, а в 2016 году храм был торжественно освящен. Покрово-Никольский храм был заложен в 2000 году. Первое богослужение состоялось в декабре 2001 года. Храм состоит из двух пределов. Сейчас мы находимся в Покровском пределе. Храм великолепно расписан мастерами иконописной мастерской города Палиха. Друзья, я уважаю любое вероисповедание. Все храмы без исключения красивые, но к этой церкви у меня особое отношение. Она какая-то уютная. И вот мы перешли в Никольский предел. Святой Николай, Николай Чудотворец, покровитель плавающих и путешествующих.
Друзья, продолжаем прогулку. И надеюсь, вы со мной. Скульптура «Русалочка». Памятник рыбаку. А посмотрите, какое крутое решение для символических замочков. Друзья, пока я не почитала историю о этой металлической конструкции, я всегда недоумевала, зачем она тут, почему ее не снесут. Она портит весь вид. Оказалось, это судостроительная верфь Линденау, которая является комплексом промышленно-культурного наследия. Немного жуткая скульптура «Черный признак» установлена в 2010 году. Скульптура воплощает одну из старинных легенд Клайпеды. По преданию, признак явился стражнику Мемельского замка и предсказал наступающий голод и холод. А это уникальный поворотный пешеходный мост через замковый канал. Памятник технического значения. Единственный механизм такого типа в балтийских странах. А это, друзья, старая почта, памятник архитектуры, охраняемых государством. Это красивейшее здание в стиле неоготики построено в 1893 году. Просто больно смотреть, в каком состоянии находится оно сейчас. А что вы скажете о этом в середине старого города? И еще вопрос. Как вы относитесь к граффити? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мое мнение, я ненавижу каракули, но вот это, конечно, уже искусство. Театральная площадь всегда была центром общественной жизни Клайпеды, но до середины 20 века жителей привлекал сюда рынок, поэтому и площадь называлась рыночной. Позднее площадь переименовали в Театральную в честь драматического театра, который стоял здесь еще с XVIII века. Украшает площадь памятник-фонтан поэту Симону Даху, а фигура девушки Аники – это героиня его произведения. В 1938 году на выборах в городское управление побеждают немецкие партии. Это стало причиной ультиматума Германии о возвращении Клайпедского края. И в 1939 году вот с этого балкона Гитлер объявил, что Клайпеда вошла в состав Германии. Да, друзья, наш город с очень интересной историей. А вот еще одно из примечательных мест – это оригинально оформленный переулок Пассаж Фридриха, назван в честь короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.
Клайпеда – это не только морской порт, еще у нас есть паромная переправа на Курскую косу через залив. На моем канале есть выпуски «Курская коса» и «Нида». Переходите по ссылочке внизу. Какой обалденный вид на море, на залив, на порт и на город открывается с обзорных площадок. Сейчас я нахожусь на площадке Скайбара, 21 этаж. В нашем городе есть все: море, залив, порт, старый город с интереснейшей историей, музеи, церкви, торговые центры. А это большой торговый центр Акрополис, центр притяжения горожан и гостей, особенно в плохую погоду. Скверы, фонтаны, площади. А это, друзья, недавно отреставрированный парк скульптур. Это зеленая зона площадью в 12 гектар. Уникально. Парк скульптур признан памятником исторического и культурного значения. Здесь находится 116 скульптур. Но есть одно но. До середины 20 века здесь было кладбище. А кто из клайпедчан угадает, где находится это милое и уютное место? А это уютное место возле Клайпедской университетской больницы. А теперь давайте прогуляемся по парку Дружбы в южной части города. Это бывшая территория усадьбы Гедмину.
А это, пожалуй, мой самый любимый парк. Наверное, потому что с ним связаны приятные детские воспоминания. Парк культуры и отдыха, городской парк, мини-мельт. Не знаю, друзья, как правильно его назвать. Развлечения найдутся и для детей, и для взрослых. Здесь достаточно аттракционов. Главный аттракцион парка – полосы препятствия на деревьях. Они поделены по уровню сложности и по высоте. В этом парке много развлечений для детей. Надувные батуты, электрические машинки. Также есть кафе с десертами. А еще спортивные зоны, где можно поиграть в баскетбол, волейбол, теннис. Любителям животных предоставляется специальная площадка. Ну и если вы проголодались, есть здесь кафе-пиццерия. У нас с друзьями даже есть там любимый десерт – пончики с апельсиновой помадкой. Нельзя не упомянуть о самом масштабном празднике. Каждый год в конце июля в нашем городе проходит праздник моря. В этом году он проходил уже в 64-й раз. Поднятие моста я наблюдала впервые.
друзья и, конечно же, море. Клайпедский мол – ворота Клайпедского порта, состоящий из южного и северного мола, которые защищают порт от волн, ледоходов или наносов. Северный мол жители считают идеальным местом для прогулок. Здесь любуются закатом и наблюдают за проходящими судами. Я также обожаю здесь гулять. Клайпеда для меня самый лучший и любимый город. Конечно, я рассказала далеко не о всех достоинствах и классных местах города. Все, конечно, бы не вместилось в один выпуск. До встречи в новых выпусках. Поддерживайте меня, подпишитесь.